Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я раздербанила на кусочки старые джинсы и буду рукодельничать. Сегодня видео будет с вышивкой, поэтому кто хочет научиться вышивать, могут смотреть дальше. Кому нравится смотреть, что другой кто-то вышивает, тоже могут смотреть дальше. А кому не интересно вышивание, могут не смотреть. Сначала я рисунок наношу. У меня будет растительный узор, цветочки, листочки, но сначала его надо нарисовать, потому что все-таки по нарисованному вышивать гораздо удобнее. Многие говорят, что ну вот я не художник, у меня не получается нарисовать. Но я тоже не художник, но как бы совсем простенький рисунок. Еще спрашивают, где я беру рисунки, вот, которые потом вышиваю. Я их особо нигде не беру. В интернете очень много всяких, для тех, кто совсем вот не умеет, да, вот есть раскраски детские, самые простенькие, вот набрать в поиске растительные рисунки, растительные раскраски или цветы, листья, раскраска, ну, то есть какие-то вот такие вот запросы, и вам выдаст вот кучу всяких простеньких рисуночков. Ну, начинаю я, естественно, с какого-то одного, с одной части. Взяла маленькие пяльцы, потому что рисунок у меня небольшой, он весь в рамках вот этого вот отрезка, который я себе обозначила. Там ширина этой полоски 6 сантиметров. Сначала у меня идет стебельчатый шов, я им буду вышивать как раз стебелечки всякие. Это один из базовых декоративных швов, его нужно иметь в своем арсенале, если вы хотите вышивать. В принципе, даже только одним этим швом пользуясь, можно вышить очень красивое изделие. Потому что любая вышивка украсит вашу работу. Но лучше, конечно, иметь все равно в арсенале еще несколько хотя бы швов. Многие часто спрашивают у меня в комментариях, какими нитками я пользуюсь. Вот сегодня я пользуюсь, у меня нитки Ирис. У меня прям они все уже начаты, эти клубочки. Я буду использовать сегодня всего 4 цвета. Вот белый, бежевый, серый и зелененький. Вот эти вот 4 цвета. Там одного у меня моточка совсем уже мало осталось. Ну, вот 4 цвета всего у меня сегодня будет. Для того, чтобы не вынимать нитку, которая мне еще понадобится из иголки, я взяла другую иголку и нитку другого цвета уже в другую иголку вложила. Делаю французский узелок. Но что-то он у меня вообще не пошел. Все против меня с этим французским узлом. Нитки путаются, цепляются. Мне он всего один-единственный нужен был для этого цветочка. Поэтому, ну вот я его сняла как есть. Следующий мой стежок называется тамбурный, либо он еще по-другому называется петля с закрепом, потому что мы делаем сначала вот такую петельку, а потом вот ее закрепляем, чтобы она держалась в том месте, где мы ее сделали. Ну и таким образом можно прекрасно сделать листочки, лепесточки с помощью вот этого нехитрого шовчика. Точно так же я потом буду делать следующую петлю с прикрепом или тамбурный шов, но просто нитки взяла другого цвета, так, чтобы у меня цветочек получился более объемный. Цвет, причем не сильно отличается. Если рядом клубки положить, то прям заметно, а так, ну, не очень заметно. Светло-серый, а этот такой вот молочно-белый. Мне почему-то захотелось вот именно эти цвета использовать. Мне хотелось не очень броскую такую вышивку, но она в любом случае будет заметна. Точно так же и зеленый здесь, вот не насыщенный зеленый, а такой совсем светленький. Что мне нравится, что даже взяв один и тот же рисунок, две разные мастерицы могут вышить совершенно разные вышивки, потому что если они будут использовать разные цвета и разные стежки, допустим, вместо стебельчатого тамбурный шов сделать, там еще где-то, ну, что-то поменять, и уже будет совершенно другая вышивка, особенно если нитки другого цвета, или вообще нитки другие совершенно, там мулине или что-то, уже все по-другому будет смотреться. Мне это очень нравится, потому что ну, не хочется иногда прям вот целиком повторять за кем-то, да, а хочется просто взять какую-то идею и уже ее под себя как-то адаптировать. Дальше я не знаю, я все время это называю елочкой, но это, конечно, не елочка, шов называется, но выглядит как елочка. Вот такие стежки попеременно то с одной, то с другой стороны. Очень мне нравится делать листики таким образом. Ну и вообще интересный такой шовчик получается. И несложный совершенно. Просто в разные стороны проводим иголку и нитку. И все. И вот тебе, пожалуйста, листочек.
Вообще я не очень люблю снимать вышивание летом, в летний период, потому что летом у меня всегда дача, огород. И сами понимаете, для того, чтобы отмыть руки до такой степени, чтобы было прилично их в кадре показать, это очень трудно, потому что я и в соде руки держу, и в лимонной кислоте, и всякое, ну, такое вот, да, те, у кого дача, кто работает с землей, они понимают, что дело, целое дело, руки привести в надлежащий вид. Хоть я и работаю в огороде только в перчатках, но все равно иногда приходится их и снимать. Но тут мне прям захотелось именно вот такую сделать вещь. И, ну, конечно, я все снимаю, что делаю. Поэтому тут, как говорится, из песни слова не выкинешь. Опять тамбурные стежочки я делаю. Если у меня они не получаются одной длины, я не перешиваю, не распарываю ничего. Потому что в любых цветочках, даже в настоящих, не все всегда бывает. Слава Богу, не все бывает симметрично. Поэтому, ну, всякое бывает. В результате все равно получается красиво. Я, ну, не прям вот перфекционистка такая. Я себе маленькие всякие огрехи прощаю. Не знаю, как вы, но живется так легче гораздо. Здесь у меня тоже французский узел, но вот на такой вот длинненькой ножке получается. Мне кажется, этот стежок очень украшает вышивку. Дальше я просто решила такие звездочки сделать, но, как говорится, первый блин комом. Во-первых, не в фокусе у меня получилась эта звездочка, а во-вторых, она получилась вся кривая. А следующие я потом сделала, ну, нормальные. А тут вот на камеру, не знаю, почему так получилось. Вот так вот. Я потом сделала еще таких звездочек прямо много. Снимаю с пяльцев, покажу вам сейчас. Но прежде чем показать, я хотела сказать, напомнить всем, кто только начинающий, что проглаживать вышивку нужно с изнанки. Желательно, чтобы она при этом лежала на чем-то мягком. Но у меня там одеяло, такой плед подстелен, нормально, мягко. И вот получается в результате вот такая вот красота. Незаметно, где там у меня эта звездочка кривая, незаметно, что лепесточки разной величины на цветочках, а видно, что просто получилась очень симпатичная вышивка. Она не однотонная, да, все-таки разные цвета, но она все равно такая вот почти монохромная. Некоторые цвета, вот этот серый и белый, сливаются. Получилось очень симпатично. А делается очень просто. Девочки, это любую вещь можно так украсить. На джинсе как смотрится. Прямо мне очень нравится, как получилось. И именно эту расцветку я хотела. Я в следующем видео вам обязательно покажу, куда я использую эту вышивку. Уже в следующее воскресенье обязательно будет новое видео с этой вышивкой, как можно ее использовать. Мне очень нравится. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.